Привет, народ, с вами Скиф. Это заключительное видео о прохождении испытаний «Опытные места». Перед началом обязательно ознакомьтесь с первыми двумя частями в подсказке. Там мы подробно разобрали и прошли на 3 звезды все уровни для ратушей с 3 по 11. В этой заключительной части мы пройдем оставшиеся с 12 по 15 ратуши, включительно. Погнали смотреть! 12-я ратуша. Фланговый. Нам рекомендуют атаковать с 2 сторон, но как это сделать грамотно? На сторону с тамплиерами отправляем 3, 4 и 5 корабли. Когда часть войск и маги воздуха мертвы, отправляем 6 корабль с ледяными титанами и лучниками. А с другой стороны, на оставшихся сиротливых колоссов с монашками насылаем оставшиеся 2 корабля. Воины с булавой переломят колоссов и ниндзя уничтожат монашек. Часть войск противника в центре просто заперты и бьются о стену, как какие-то зомби. Но ничего, и до них очередь дойдет. Эх, наших ниндзя и воинов с булавой убили достаточно быстро. Но с другой стороны подоспели наши основные войска. И тут уже без шансов. Готово. Возвращение богов. Нас встречает один из топ-островов – Ледяная Империя. У нас в руках легендарный герой Один. Подсказка нам ничем не помогла. Эх, сами разберемся. Драконы, ниндзя, монашки, Один, окей. Отправляем Одина вперед. И на лапидаторов отправляем дракончиков, а справа на лучников отправляем ниндзя. Подождем еще немного. О, режим аватара. Выпускаем на помощь 6-й плот с тамплиерами и 4-й с монашками. И давайте вперед в центр острова. Как только мы пробиваем первые центральные стены и здания, выпускаем последний 5-й плот с волками. Они быстро убивают лучников, пока дракончики теневых призраков. Это победа. Антимагический страж. Нам предлагают сосредоточиться вначале на тамплиерах. Ну, тут особой тактики нет. Выпускаем разрушителей чар, из-за своей способности сбивать накопление таланта, они быстро убивают тамплиеров. Арбалетчики немного помогают, но основную работу тут делают именно разрушители чар. Ну и конечно же, ледяных титанов мы просто задавливаем массой. Даже как-то скучно получилось. Уровень пройден. Тринадцатая ратуша. Обморожение. Нам выдают легендарного героя Эмира и предлагают использовать его в качестве живой стены. Надо уничтожить максимум вражеских войск, прежде чем двинуться в центр острова. Так и сделаем. На сторону воинов с булавами выпускаем Эмира. И рядом магов воздуха, чтобы они сбивали атаки врагов. Прежде чем двигаться дальше, выпускаем монашек. Эх, тут конечно ошибка вышла. Выпускать магов надо было именно сейчас. А так они просто умерли зря. Но ничего, учитесь на моих ошибках. 4-й плот с тамплиерами запускаем с другой стороны. И они сразу бегут вперед убивать лучников. Собственно, это все. Осталось добить только ледяных титанов. Это победа. Парализующий шок. О, это очень любопытный квест. Нужно атаковать так, чтобы со всеми врагами сражаться поодиночке. Применим лайфхак с запуском кораблей в стену. Разрушители чар сбивают накопление навыка тамплиерам, а маги молний не дают им атаковать вообще. Тем временем арбалетчики вражеские подходят уже, посчитай, вплотную. И мы их быстро убиваем. Параллельно нас начинает атаковать маг воздуха. Поэтому наши войска бегут именно на него. А дальше дело за малым. Добиваем по одному ледяных титанов. Заметьте, маги молний их замечательно оглушают. Ну и в принципе добиваем оставшиеся здания. Мы закончили. Распространение. Тут мы встречаем топовый на данный момент остров мертвых. Самый сложный в получении. Если вы хотите, чтобы я снял прохождение всех уровней в кампании и получение этого острова, пишите обязательно в комментариях.
Нам предлагают рассредоточиться, убить врагов на возвышенности. Сразу скажу честно, пробовал разные тактики, но одна мне показалась самой простой и изящной. Атакуем со стороны ледяного титана и чуть правее. С задержкой выпускаем 2 плота с арбалетчиками. И еще чуть-чуть позже оставшиеся плоты с ледяными лучниками и разрушителями чар. Важно, чтобы Колос снял мину. Колос не успел взорвать мину, можно было бы, конечно, пройти лучше, но и так сойдет. Разрушители чар не дали тамплиерам атаковать, и мы просто расстреливаем оставшиеся строения изнутри. Уверен, у вас получится пройти намного лучше. Главное понять принцип. 14-я ратуша. Так же быстро, как ветер. Нам предстоит научиться играть мечниками ветра. Я решил не мудрить и отправляем все 4 плота веером со стороны ледяных титанов. Плоты с мечниками ветра по центру, с магами молний по бокам. Таким образом мы оглушаем ледяных титанов, а мечники ветра их быстро перемалывают и убивают лучников. Бегут лапидаторы. Это уже опасно, но на них у нас есть маги молний. Очень важно, чтобы на моменте, когда мечники ветра добежали до пушек, они атаковали прежде всего именно их, так как в противном случае они просто умрут под градом ударов. У нас все сложилось хорошо, и мы добиваем вражескую ратушу. Пламенный урожай. Пожалуй, мой самый нелюбимый уровень. Тут много чего может пойти не так. Давайте пробовать. Нам выдали легендарного героя, всадника без головы Дулахана. У него есть прекрасная массовая атака «Адское пламя». Так вот, наша задача использовать ее вовремя и с умом, чтобы уничтожить максимум вражеских войск. Поэтому отключаем автоматическое срабатывание навыков Дулахана. Включать будем самостоятельно, когда герой будет повернут лицом в самую гущу событий. Еще и в пару нам дали всадниках на волках. Блин, это самый худший выбор. Атаковать будем через центральный проход. Отправляем плот с всадниками. Они бегут сразу направо к разрушителям чар. А мы тем временем высылаем Дулахана в центр против арбалетчиков. В идеале должна получиться ситуация, как у меня. Арбалетчики развернулись и не стали бить всадников. Возвращаются в центр. Применяем способность. Тем временем добегают наши всадники и вражеские мечники ветра. Нам очень повезло, что прибежал только один из 3 отрядов мечников, и мы можем их перебить по отдельности. Последние мечники ветра прибегают тогда, когда все остальные уже почти мертвы. Идеально. Оглушение всадников не дают им добить нашего героя. Осталось добить сами здания. Фух, опасный уровень. Благословенный светом. Этот уровень лично для меня по сложности недалеко ушел от предыдущего. Нам предлагают оставить часть войск на кораблях, чтобы защищать монашек от бегущих в конце воинов ветра. Но у меня получилось по итогу пройти простым рашем. Кидаем все корабли со стороны магов молнии в одну точку. Быстро убиваем первых врагов, и тамплиеры бегут в центр. Священники кидают на них щиты, что не дает им умереть. К тому времени, как прибывают подкрепления врага, с противоположной стороны тамплиеры успевают убить почти всех арбалетчиков. И большинство бежит в центр помочь добить оставшиеся войска противника. Пока некоторые все-таки остаются добивать остатки вражеских арбалетчиков. Какое-то время священники держат вражеские войска на себе, пока не умирают. Но этого времени достаточно, чтобы вернулись все тамплиеры и, исцеляемые монашками, добили вражеские войска. Уровень пройден. Пятнадцатая ратуша. Сжигание души. Нам предлагают для начала напасть с тыла, убить с помощью инфернальных магов одиночные цели, колоссов и тамплиеров. Нападать мы будем по углам, чтобы не давать возможность вражеским войскам наносить нам массовый урон. Как только первая линия обороны прорвана и наши войска вошли в центр, запускаем 3-й и 4-й плот с убийцами пустоты и теней. Они быстро убивают арбалетчиков врага, и нам остается только добить оставшиеся войска противника. В принципе, тут все. Это победа. Воронья буря. Нам дали одного из редчайших героев игры, легендарного героя Ходора. У него мощные массовые атаки на расстоянии. Будем это использовать. На мечника ветра выпускаем 1-й и 3-й корабли. Пока титаны будут морозить мечников, герой их убьет массовыми атаками. А с другой стороны на тамплиеров выпускаем наших разрушителей чар. Так как их много, инфернальные маги не успевают убить всех. И мы быстро прорываемся вглубь, где осталось всего 1 отряд мечников.
Тем временем наш герой с выжившими ледяными титанами уже тут как тут. Добиваем вражеские здания и в конце бедных инфернальных магов. Это победа. Финальный уровень. Плотно упакованный. Выглядит, конечно, угрожающе. Тем более, что войск у нас не так много. И из 4 плотов 2 это алибарчики. Запускаем 3 и 4 плот на сторону с инфернальными магами. Тут работает тот же принцип, что и в прошлом уровне. Алибарчиков много и всех все равно не перебьют. А на противоположной стороне атакуют 1 и 2 плот с тамплиерами. Их исцеляют и накрывают щитами. Постепенно войска с двух сторон заходят в центр острова. Ну и дальше просто дело времени, пока они добьют последние строения и войска противника. Можете нас поздравить, последний уровень испытаний пройден. Хочу добавить краткое резюме. На самом деле монтаж этих роликов занял куда больше времени, чем само прохождение. Но в целом режим меня приятно порадовал. И я проходил его с удовольствием. Хотелось бы в дальнейшем увидеть в нашей игре больше подобного контента, который будет раскрывать возможности героев, войск, строений и островов. Обязательно пишите в комментариях, как вам такой режим сериала из 3 видео. И хотели бы вы увидеть подобные сериалы по атакам и защитам островов. А также смотрите новые видео на канале. С вами был Скиф. Всем пока!